Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня на нашем канале рецепт приготовления особых яблок. И этот рецепт из далекого детства, мы его немножко изменяем, добавляем. Когда у нас нет меда, мы тогда делаем просто сахаром. Но в данном случае это яблоки с капустой, моченые яблоки с капустой. Что нам для этого надо? Снова же шпаргалка. Смотрите, рецепт. Это легко, чтобы было запомнить. Нам нужны будут 5 килограммов яблок. Причем яблоки, вот они здесь вот уже помытые у меня, наши местные. Это Golden Delicious. Очень хорошие вкусные яблоки именно с капустой. Это супер получается вкусно. Снова же 5 килограммов белокочанной капусты. И вот она у меня уже и нарезана часть. Уже я часть и порезала. Нарезана капуста, и к этим 10 вместе килограммам яблок и капусты нужно всего 200 грамм моркови. На крупную терку я много не ставлю моркови именно в яблочки. Это особый рецепт, в котором как раз будут яблоки наполовину с капустой. Наши родители не могли найти солод, там ячменную муку, какие-то другие компоненты, поэтому они использовали вот этот составляющий для того, чтобы вкусные яблоки получились, именно капусту с морковочкой. И еще бабушка моя еще готовила, сюда добавляла мед именно цветочный. Цветочки, вот, которые летние, первый месяц, за майским вот этот как раз идет именно цветочный мед, лесной у нее был, я покупаю для этого цветочный мед. Но для того, чтобы засолить и получилась супер капуста, она будет у меня солиться именно 1,5 месяца, и я готовлю вот такой рассол. Здесь обязательно рассол, потому что капусты мало, это половина, 5 килограммов, она не даст столько сока, чтобы накрыть именно соком все яблоки. Ну, как мы будем готовить слоями, перекладывать, я сейчас покажу, но прежде чем вот это раскладывать, я хочу сказать, что я ставлю вот рассол. Он обязательно вот должен быть кипяченым. В рассол я готовлю 5 литров. В 5 литров добавляю 100 грамм соли. Вот я уже отмерила, у меня уже есть 100 грамм соли. И 200 граммов сахара. И еще добавляю полные вот такие 4 столовые ложки меда. Вот это цветочный как раз аромат. Очень вкусно. Не только капуста, яблоки обалденно. Они сами по себе Golden Delicious очень хорошие, вкусные яблоки. Это гостья из США, как раз яблочки. Ну а в России его называют золотым превосходным, а у нас золотое яблочко так называют. Так вот, эти яблочки потом после этого рассола очень вкусно получается, ароматные. Так вот, сюда добавляю еще, здесь аромат как раз собирается. Понимаю, что перекипятим и витамины будут отсутствовать, но зато аромат и вот этот все, весь цветочный мед, как раз летний, все это будет в этих яблоках. И вот я вот этот сахар, соль и мед и еще добавляю сюда, чтобы кипело, обязательно 2 палочки корицы. Еще вот этот запах, конечно, все это вместе, такой букет, аромат получается. Я сейчас пока буду все это положу в кастрюлю, она уже у меня на плите, все это добавлю в 5 литров воды, пусть она закипает, пару минут покипит и будет остывать. А я тем временем буду готовить уже яблоки и капусту и вам покажу, как слой за слоем мы все это будем раскладывать. А теперь готовлю, яблочки у нас помыты, порезала капусточку вот так и добавляю буквально немного, вот так у меня получается, у меня 2 головки и получилось, что они где-то около 6 килограмм были, вычистила, разрезала и вот взвесила у меня 5 килограмм чистого. Если бы, конечно, ложить сюда соль, то можно было бы быстрее добиться вот этого сока. Но я в данном случае просто мну эту капусточку вместе с морковочкой. Здесь не так много морковки, как я обычно делаю быструю за 3 дня капусту. Вот каротин тоже очень полезный зимой. И яблоки прямо такие, вот они не просто желтые, они солнечные получаются.
Я вам еще потом зимой буду доставать и покажу, какие они. Вот, замечательно. Насколько это можно. Вот. Вот так перемну. И далее пойдем смотреть уже нашу бочку. Там уже есть несколько слоев. У меня уже там есть слой яблок. Видите, уже вот тут есть. Я их слоем вот этой капусточки вот так присыпаю. И теперь вот прижимаю по всему пространству бочки. Обязательно нужно прижимать, чтобы не было вот этих пустот между яблоками и капусточкой. Еще тут как вот ее потихонечку жму. А теперь вот снова же сюда укладываю слой яблочек. В общем, вот сейчас выложу их, и мы вам покажем, как это будет дальше. Вот они такие красавчики, золотистые яблочки, золотые превосходные яблочки из далекого штата Виргиния. Здесь у нас на юге Украины будут вместе с капустой готовиться к Старому Новому году. Я вот это яблочки как раз буду на праздничный стол Старого Нового года. Мы еще как раз празднуем эти праздники. Вот смотрите, теперь у меня уже там есть 2 слоя яблок и 2 слоя капусты. Ну и вот сейчас я тоже вот засыпаю, еще порежу последний как раз. Видите, вот это у меня здесь 5 килограмм яблок и будет 5 килограмм капусты. Сейчас я дальше следующий слой, то есть еще капусту дорежу и вот таким образом укрою. И вот он такой красивый и очень ароматный получился рассол, который уже остыл. И сейчас я вот этот рассол буду отправлять вот сюда, в бочку, и заливать. Вот как раз залила, и 5 литров, вот посерединке видно, да, рассол этот. Очень хорошо. И теперь я еще раз прохожу. Вот так все это прижимаю. Ой, замечательный аромат. Вот теперь остается укрыть такой белой тканью нашу капусту. Вернее, яблоки с капустой. А теперь крышку. Вот так вот. И тяжесть сверху. Обязательно должен быть гнет. Вот такая вкуснятина у нас получается. Вот такое приготовление очень вкусных яблок.